Несмотря на то, что Антарктида считается хорошо изученным материком, она продолжает до сих пор сильно удивлять весь мир своими загадками. Какие еще тайны может хранить этот белый и холодный южный континент? Всем привет! С вами Финнимор. В Антарктиде нашли неизвестных животных. Антарктида быстро меняет свой цвет, и совсем скоро она станет зеленой. Чудовища Антарктиды скоро захватят весь южный материк. Итак, давайте разбираться в этом. В Антарктиде во время исследовательского бурения британские ученые обнаружили под шельфовым ледником неизвестных животных, похожих на губки. Раньше считалось, что на антарктическом побережье отсутствуют подобные формы жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers is Marine Science. Плавучие шельфовые ледники занимают площадь более 1,5 миллиона квадратных километров вдоль всего побережья Антарктиды. Морское пространство под ними – это величайшая и неизведанная территория на Земле. Во время бурения на шельфовом леднике Фильхнера исследователи из британской антарктической экспедиции пробурили 8 скважин. Это было вполне достаточно, чтобы сделать ряд сенсационных открытий. Одна из скважин, расположенная в 260 километров от береговой линии на глубине 900 метров, достигла морского дна. К большому удивлению ученых, закрепленная на конце троса видеокамера показала не безжизненные илистые отложения, как все ожидали увидеть, а твердые валуны с прикрепленными к ним неподвижными животными неизвестного вида, чем-то напоминавшими известных науке губок. Это первое обнаружение неподвижных бентосных животных на шельфе Антарктиды. Ранее считали, что под плавучими ледниками в полной темноте и при температуре минус 2,2 градуса Цельсия могут существовать только небольшие мобильные падальщики и хищники, такие как рыбы, черви, медузы или криль. Существующие биологические теории предполагают, что под шельфовыми ледниками по мере удаления от открытой воды и солнечного света жизнь становится все менее распространенной, а прикрепленные фильтрующие организмы, которые зависят от фотосинтеза и поступления пищи сверху, первыми исчезают из подледного биоценоза. Это открытие – одно из тех счастливых случайностей, которые заставляют идеи повернуться в другом направлении. Оно показывает нам, что морская жизнь Антарктиды невероятная и удивительная, приспособленная к существованию в этом замороженном мире. Вот слова ведущего автора исследования доктора Хью Гриффитса. Наше открытие поднимает гораздо больше вопросов, чем дает на них ответов. Например, как они туда попали, как давно они там, что они едят, насколько распространены такие валуны, покрытые жизнью, и что будет с этими сообществами, если шельфовый ледник рухнет. Учитывая водные течения в этом регионе, исследователи подсчитали, что обнаруженные организмы находятся на расстоянии 1500 километров вверх по течению от ближайшего источника фотосинтеза. Возможно, предполагают авторы, эти животные собирают питательные вещества, высвобождающиеся при таянии ледника, или используют для жизнедеятельности соединение метановых струй, просачивающихся из морского дна. Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно найти способ поближе познакомиться с этими животными и их средой обитания. А это означает, что полярным ученым нужно искать новые инновационные способы исследований. Пока у ученых даже нет инструментов для сбора этих организмов, что само по себе является большой проблемой. О том, что в Антарктиде есть неизвестные до сих пор формы жизни, я вам говорю постоянно. Теперь моим словам есть официальные доказательства ученых. И это, я вас уверяю, только небольшая вершина скрытого под слоем льда и снега огромного айсберга. Как вы думаете, может снег в Антарктиде поменять свой цвет с белого на зеленый или малиновый? Думаете, этого не может быть? В Антарктиде, возле станции Академик Вернадский, снег вдруг изменил свой цвет. Он почему-то приобрел зеленый и малиновый оттенок.
В конце антарктического лета в районе станции Вернадского часто наблюдается такое явление, как цветение снега. В этом году снег снова изменил свой цвет. Вместо белого он стал зеленым и малиновым. Такая необычная окраска появляется в результате роста в снегу микроскопических водорослей. Эти водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать. Цветение снега также способствует резкому изменению климата, так как из-за этой окраски снег не отталкивает весь солнечный свет, а наоборот его притягивает, из-за чего он начинает быстрее таять. В результате в нем развивается все больше этих ярких водорослей. Как следствие, Антарктида тает. Уверен, что объяснять вам о возможных последствиях быстрого таяния ледяного панциря Антарктиды не нужно. Примерно и так всем понятно, чем это может нам грозить. Но я расскажу вам еще кое-что интересное, а именно, как вы думаете, кто начал захватывать Антарктиду? Уверен, вы сейчас начали перечислять разные государства, разве я не прав? Увы, но это совсем не так. Эти пришельцы, захватчики, вовсе не люди. Кто же это тогда такие? Давайте подробно разбираться в этом. За год в Антарктиду приезжают примерно около 42 тысяч туристов. На себе они привозят тонны невидимых пассажиров. Это микроскопические животные и семена растений. Глобальное изменение климата создает для этих неприхотливых существ очень благоприятные условия для жизни. И вот уже совсем скоро они полностью расселятся по всему континенту. Вреда, конечно, от них будет гораздо больше, чем от нашествия колорадского жука. Это антарктическое лето уже признано одним из самых жарких в истории погодных наблюдений. Льды на материке тают с огромной скоростью. Помимо повышения уровня моря, это может привести к появлению совсем новых видов растений и животных. Такая участь ждет всю Антарктиду, до ее самого южного полюса. Интересно, но это вторжение обеспечивают прибывающие на материк суда, а также туристы. Раньше чудом добирающиеся до белого материка животные и растения не выдерживали суровых антарктических условий. Теперь, благодаря глобальному таянию ледников, у них появились все шансы обрести для себя новый дом. А это значит, что они точно потеснят всех местных обитателей Южного континента. И чем все это может закончиться, увы, остается большой загадкой. Прежде всего, речь идет о морских беспозвоночных, чилийской и черноморской мидии, а также съедобном ракушечнике. Их уже включили в список 100 самых опасных видов мирового регистра. Мидии неприхотливы, быстро растут и размножаются. Они способны образовывать плотные поселения на мелководье, тесня местных морских животных и в целом оказывая неблагоприятный эффект на любую экосистему. Эти моллюски путешествуют в основном на корпусах проходящих мимо кораблей. Судя по тому, что отдельные их представители были замечены недалеко от антарктического полуострова, в ближайшее время они вполне могут поселиться и у побережья ледяного материка. Особенно, если среднегодовые температуры воздуха продолжат расти в таком же темпе, тогда ледники начнут таять еще быстрее. Также среди потенциальных морских захватчиков неприхотливые асцидии, чей ареал обитания постоянно расширяется. Не исключение, конечно же, и крабы, которых в антарктических водах не было замечено вот уже несколько миллионов лет. Крабы же по своей природе хищники, поэтому его появление в прибрежных водах Антарктиды может иметь самые неприятные последствия для всех мелких морских животных. На суше основную опасность представляют собой клещи, многохвостки, колемболы и некоторые растения, в частности представители семейства астровых. Как предполагают российские ученые, еще несколько лет назад клещи, многохвостки и другие мелкие членистоногие могли попасть в Антарктиду вместе с мигрирующими птицами. Исследователи изучили оперение 3 антарктических пингвинов, 2 пингвинов Адели, капского голубка, южногигантского буревестника, южнополярного поморника и 5 императорских пингвинов.
И в их перьях они обнаружили многохвосток и более 20 разных видов клещей. Интересно, но один из видов клещей был родом из Центральной Австралии. Также ученые случайно обнаружили в основании ледника в Антарктиде теплую воду. В основном все членистоногие всегда погибали в суровых условиях южного материка, хотя и в тех суровых условиях умудрялись выжить некоторые панцирные клещи, которые хорошо приспособились к сильному холоду, благодаря повышенной концентрации глицерола в жидкости своего тела. Испанские ученые заметили, что многие сухопутные инвазивные виды уже давно обосновались около исследовательских станций и туристических центров в Антарктиде. Уничтожить их всех слишком сложно и невозможно. Единственный выход – это создать серьезную систему биобезопасности на материке, которая не позволит чужим проникнуть дальше вглубь всего континента. Исходя из того, что мы узнали выше, давайте немного пофантазируем. Вы согласны? Итак, всем хорошо известно, что во всех инженерно-сборочных лабораториях, связанных с космосом, хорошо отлажена работа по предотвращению биологического загрязнения аппаратов, отправляемых в космос, дабы исключить биологическое заражение других планет нашими живыми организмами. Возможно, вы этого не знали, но биологическая защита чужих планет от загрязнения земными организмами – это одна из приоритетных задач в исследовании других миров. Это прописная истина любой сборочной космической лаборатории. Именно по этой причине все люди, собирающие космические аппараты, больше похожи на врача у операционного стола, чем на сборщика очередного робота-спутника. Но, как мы знаем, нет исключений из правил. Увы, такова реальность. Всегда и везде люди склонны допускать ошибки, будь то в расчетах или прогнозах. Неважно. Ошибки были, есть и будут, пока живо человечество. Ну а теперь давайте перейдем к нашим бурным фантазиям. Вы готовы? Представьте себе, что когда-нибудь выяснится, что многие планеты нашей Солнечной системы обитаемы. Почти на всех планетах будет кипеть своя жизнь. Будь то Меркурий, Венера или Марс. Что-то я слишком далеко забрался. Давайте возьмем намного ближе. К примеру, наша Луна. Да, вы не ослышались. Представьте, что жизнь была найдена на Луне. Ее мы часто наблюдаем в нашем ночном небе. Главное даже не это, так как на Луне есть свои формы жизни, которые пока нам очень чужды для восприятия жизни как таковой во всех ее чудесных проявлениях. Представьте, каково будет удивление ученых, когда они обнаружат наконец-то жизнь на Луне или любой другой планете нашей Солнечной системы. И эта жизнь будет родом с Земли. Думаете, я не прав? Только представьте себе, сколько межпланетных аппаратов было уже отправлено в космос, на которых улетели наши микробы и вирусы. В общем, пассажиры-безбилетники в один конец. Многие живые организмы могут с легкостью прижиться в очень экстремальных условиях. Это было доказано уже не раз. Когда их найдут, они, скорее всего, будут совсем не похожи на своих родственников с Земли. Но что-то земное в них обязательно останется. Главное, чтобы они не уничтожили все местные формы жизни, перестроив таким образом всю экосистему планеты под себя и свои нужды. Поэтому не стоит сильно удивляться, если вдруг завтра на Луне или любой другой планете, куда долетели наши космические аппараты, вдруг найдут буйное разнообразие неизвестных ранее форм жизни. Не стоит забывать самого главного – жизнь всегда найдет себе дорогу. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.